Раннее летнее солнце заливало стеклянные стены международного аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте, создавая игру света и теней на многолюдной площади ожидания. Среди потока деловых людей, спешащих на свои рейсы, выделялась женщина в безупречно скроенном темно-синем костюме. Ей было около 45, но годы лишь подчеркивали ее элегантность и безупречный вкус. Прямая осанка, уверенная походка, взгляд, проницательный и спокойный одновременно все говорило о силе характера и привычке к контролю. Это была доктор Мишель Уокер, генеральный директор авиакомпании Skyer, известной своими высокими стандартами обслуживания и инновационными решениями в сфере авиаперевозок. Но сегодня она путешествовала инкогнито. Никакой охраны, никаких помощников, только скромная ручная кладь и посадочный талон в руке. Она двигалась к своему рейсу, словно тень, растворяясь в толпе, неприметная, но в то же время излучающая внутреннюю силу и уверенность в себе. Вход в салон бизнес-класса был отмечен безупречной элегантностью и спокойствием. Однако эта атмосфера была грубо нарушена встречей с бортпроводницей. Молодая женщина, безупречно одетая, с безупречным макияжем, с первого взгляда производила впечатление профессионала высочайшего класса. Но в ее глазах Мишель заметила что-то недоброе, словно бы предвзятое отношение, едва уловимое, но отчетливо различимое. Доктор Уокер молча предъявила свой посадочный талон, надеясь на быстрое и беспрепятственное прохождение посадки. Однако этого оказалось недостаточно. Бортпроводница, нахмурившись, окинула Мишель долгим, оценивающим взглядом и, пробормотав что-то невнятное, указующим жестом попросила ее покинуть салон. Действия стюардессы были настолько неожиданны и немотивированы, что даже окружающие пассажиры начали оборачиваться, недоумевая. Что происходит? Некоторые, почувствовав напряжение, сделали попытки вмешаться, проявляя свою обеспокоенность. У Мишель же не дрогнул ни один мускул. Спокойствием, свойственным лишь людям, привыкшим к контролю над любой ситуацией, она снова предъявила посадочный талон. Но реакция бортпроводницы была еще более резкой. Она вызвала старшего бортпроводника и даже сотрудников службы безопасности. Однако Мишель продолжала сохранять спокойствие. Она не стала вступать в словесную перепалку, не стала устраивать скандал. Вместо этого она достала свой телефон, сделала несколько фотографий бейджа стюардессы, лица нарушительницы и салона самолета и, с тем же спокойствием, с которым зашла в салон, покинула самолет. Возвращаясь в свой отель, Мишель чувствовала себя абсолютно спокойно. Ей было ясно, что она действовала правильно, что ее действия принесут результат. И она не ошиблась. Уже через 2 дня на сайте авиакомпании Skyer появилось официальное заявление, извещающее о проведении масштабного внутреннего аудита, обновлении протоколов взаимодействия с пассажирами и обязательном прохождении всеми сотрудниками курсов повышения квалификации по этике и инклюзивности. Стюардесса, устроившая этот инцидент, была уволена. Но это был лишь первый шаг. История, распространившаяся с невероятной скоростью через социальные сети, телевидение и профессиональные форумы, вызвала общественный резонанс. Мишель не давала интервью, не выступала с публичными заявлениями. Она просто спокойно делала свою работу, решая проблемы и показывая на своем примере, как важно соблюдать профессиональную этику. И вот, на следующем рейсе она снова сидела в первом ряду бизнес-класса, с легкой улыбкой на лице и ноутбуком на коленях, спокойно работая над следующими проектами. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.